За 3 десятилетия службы основной боевой танк Т-90 зарекомендовал себя не только как один из самых надежных и мощных, но и как экспортный хит. Благодаря своей практичности и простоте в обслуживании он пользуется успехом во многих странах мира. Появление в России более совершенной во всех отношениях модификации семейства боевых машин Т-90 задает новую планку. Речь идет о новом танке Т-90М «Прорыв». Он быстрее, опаснее своих предшественников и наиболее приспособлен к современным боевым действиям. Т-90М «Прорыв» – одна из самых ожидаемых машин в российских войсковых соединениях. Двигатель Т-90М имеет мощность 1130 лошадиных сил вместо 840 у предшественников. При этом танк остается боеспособным даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети. Эта модификация имеет принципиально новую башню, легко узнаваемую по внешнему виду из-за находящегося сзади короба для боеприпасов. Не случайно новая машина получила имя «Прорыв». Новый уровень защиты, абсолютно новая электроника, новая башня. Т-90 можно смело назвать самым боевым танком российской армии. Добиться этого, в частности, удалось за счет внедрения новой системы управления огнем «Калина» со встроенным комплексом прицеливания. Т-90М может поражать цели в любое время суток, а универсальная 125-мм пушка позволяет вести огонь различными боеприпасами, в том числе управляемыми противотанковыми ракетами, позволяющими уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Впервые на отечественных танках реализован принцип «охотник-стрелок». Командир ведет разведку целей и ставит задачи на их поражение наводчику. Наводчик самостоятельно их уничтожает. Одновременно командир продолжает наблюдение и разведку других целей. Как известно, ахиллесова пята любого танка – это верх. С этой проблемой Т-90М справился. Танк оснащен комплексом активной защиты «Арена-М», прикрывающим от ударов с воздуха. Навстречу вражескому боеприпасу выпускается ответный снаряд, который ликвидирует или сбивает его с траектории. Танк также сменил систему встроенной динамической защиты «Контакт-5» на более надежную систему «Реликт» нового поколения, которая повышает стойкость танка примерно на 50%. Одновременно со значительно выросшей живучестью машины был увеличен внутренний забронированный объем, что позволило разместить вновь вводимое оборудование и улучшить условия работы экипажа. Российский танк Т-90М – это монстр, который с каждым днем становится все смертоноснее. Так охарактеризовали эту боевую машину американские СМИ, отреагировав на сообщение о том, что очередная партия этих модернизированных танков была поставлена российской армией. Если Т-90 раньше входил в пятерку лучших, то его модифицированная версия сейчас входит в тройку лучших боевых машин мира. Поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» усиливают боевой потенциал вооруженных сил РФ, отмечают американские военные эксперты. Модернизированный танк Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества – надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации. Сочетание высоких боевых и технических характеристик позволяет экипажу танка Т-90 эффективно вести боевые действия в любое время суток, в различных климатических условиях и добиваться успеха в противостоянии с самыми современными видами оружия. Уралвагонзавод передал Минобороны России очередную партию улучшенных танков Т-90М «Прорыв». Военное ведомство также планирует модернизировать до стандарта Т-90М порядка 400 танков Т-90 и Т-90А, которых в составе сухопутных войск России чуть менее 500. Таким образом, сегодня Т-90М – самая совершенная машина в семействе Т-90, а ее создание – большой шаг в развитии российского танкостроения. Чтобы поддержать канал, поставьте лайк и подпишитесь. Это очень поможет мне в создании новых видео. А мы увидимся в следующем видео.